Привет, с вами Заяц. Сегодня у нас ролик, который одновременно привязан к инфоповоду, который, правда говоря, уже немного протух, и к нашей любимой теме, как разные страны 20 века пытались построить нацию. Начнем с недавних событий. 6 мая индийские ракеты полетели в Пакистан. Пакистан в ответ призвал остановить боевые действия и пригрозил ядерным оружием. А учитывая, что у Индии тоже хватает своих ядерных боеголовок, мир замер в ожидании атомной войны. Я тут, конечно, утрирую, крупные СМИ все-таки всерьез не рассматривали такую возможность, но в соцсетях шума было много. Противостояние продолжалось пару дней и закончилось ничем. Индия и Пакистан объявили перемирие, без каких-либо видимых последствий. Трамп опубликовал несколько тупых постов и все, катастрофы не случилось. Но что это вообще было? Поводом послужил исламский теракт в Кашмире. Но это что, серьезная причина для того, чтобы атаковать территорию чужой страны? Конечно, нет. История конфликта Индии и Пакистана тянется с самого начала образования этих стран. В смысле, не в принципе в истории, а в 20 веке, после того, как оттуда ушла Британская империя. И на самом деле, если хотя бы немного погуглить, то окажется, что вот эта майская войнушка далеко не первый военный конфликт в Кашмире за последние лет 8. В 2019 году Индия и Пакистан уже воевали. Да и до этого, впрочем, тоже. Кашмир – яблоко раздора между индуистами и мусульманами еще с 40-х годов. Но не думайте, что там прям какая-то непреодолимая битва цивилизаций. Эта история скорее про то, как политики всех мастей ради удержания власти напринимали кучу сомнительных решений и превратили стабильный регион в Афганистан на минималках и продолжают превращать. Кажется, что сегодня все хотят тебя ограничить. На эти сайты не заходи, это не смотри, сюда не ходи, в эти игры не играй. На мой взгляд, это какая-то дикость. Я привык к свободе до ковидных времен и всеми силами хочу ее сохранить. Вот, например, очень многие столкнулись с ограничением международных платежей. Букингом не воспользоваться, Netflix не оформить. А если уж оказаться за рубежом, то это вообще ад. Иначе как наличкой не расплатиться. Решений тут десятки. Карточный туризм, заказ международной карты через сложные схемы и за много денег. Я же хочу предложить вариант намного проще и удобнее. MaxSwap – это виртуальная криптокарта, которая работает по всему миру. Для ее оформления вам нужен только Telegram, email и 1 минута времени. Больше ничего. За это вы получаете виртуальную карту MasterCard, которая привязана к вашему криптокошельку. А дальше все просто. Пополняете кошелек в USDT и все. Никакой дополнительной конвертации делать не нужно. Можно сразу, как и раньше, пользоваться иностранными сервисами, покупать билеты на самолет, бронировать отели и оплачивать чат GPT. И при поездках за границу можно добавить карту Apple Pay и платить ей в магазинах, как раньше. Рекомендую. Оформить карту MaxSwap можно по ссылке в описании или по вот этому вот QR-коду. Верните себе свободу. Хотя бы часть. Итак, давайте сначала краткую вводную. Что вообще такое Кашмир? Первое, что нужно знать, Кашмирская долина – это мусульманский регион. Даже нет, не так. Это самый мусульманский регион Индии. Ислам туда пришел очень давно, примерно в конце 13 века. Как именно это случилось, историки спорят, но случилось очень быстро. Путешественник Марко Поло описывал Кашмир как землю индуистов, а уже через 100 лет мусульмане там стали большинством. А к середине 20 века мусульмане – это 95% жителей Кашмира. Даже в некоторых землях, которые потом станут частью Пакистана, этот процент ниже. Причем даже нельзя сказать, что тут было дело в исламском завоевании. Археологи не нашли никаких свидетельств, что пришли какие-то арабы-захватчики и вытеснили местное население с их религией. Нет, население осталось то же, что и было, просто сменило религию. Культура там тоже не вполне индийская, впрочем, и не пакистанская. Люди в Кашмире говорят на языке, который ближе к Афганистану. И вообще, одежда, кухня, образ жизни – это все ближе к Афганистану или Таджикистану, чем к Индии. Если бы вы оказались в Кашмире 100 лет назад, то смогли бы опознать, что вы находитесь в Индии только по алфавиту.
ну и по какому-то количеству индуистов. По странному стечению обстоятельств первый премьер-министр независимой Индии был Джавахарлал Неру, кашмирский индуист. Это потом тоже сыграет важную часть в истории. Ну и последнее, о чем я хочу здесь сказать, это то, что Кашмир стратегически важная территория. Он расположен в горах между Индией, Пакистаном, Китаем, Афганистаном, а чуть севернее там Таджикистан. Место ключевое для транзита товаров что из Ирана в Китай, что из Центральной Азии в Индию. А теперь, внимание, вопрос. Как настолько исламская территория оказалась в составе Индии, а не в составе исламских братушек из Пакистана? Ну, все дело в англичанах. Во времена Британской империи Кашмир официально назывался штатом Джамму и Кашмир. Когда англичане завоевали север Индии, то тамошний правитель Махараджа княжества Джамму вступил с ними в союз. И когда уже потом соседний Кашмир тоже оказался под англичанами, то его просто подарили Джамму. То есть территорию почти с поголовным исламским населением буквально впихнули в подчинение индуистского правителя. А потом им же подарили еще и княжество Ладакх, которые населяют почти одни буддисты. Это, видимо, чтоб совсем винегрет случился. При этом и Джамму по размерам и населению был куда меньше, чем Кашмир. Мусульманская долина чисто демографически перевесила все остальное княжество. По последней британской переписи 1941 года в Джамму и Кашмире жило 4 миллиона человек. Из них 77% были мусульманами. При этом и правитель, и все элиты были индуисты. В средние века это бы никого не удивило. Тогда была куча стран, где правитель исповедовал одну религию, а подданные другую. Но на дворе был 20 век. Время, когда самые разные интеллигенты пытались построить нацию. Англичане, как к ним не относись, принесли в Индию экспресс развития. В Кашмире появился слой по-европейски образованных мусульман, которых уже не устраивало то, что они живут под властью индуистов. В 30-е годы в Кашмире было очень мощное восстание мусульман против Махараджи и вообще индуистов, которое пришлось давить с использованием британской армии. Задавили, но осадочек остался. А после Второй мировой войны Индия стала первой крупной колонией, которая получила независимость от Лондона. Но я тут говорю не про современную страну Индию, а про ту территорию, которая была в подчинении Британии. Это намного больше. Так вот, чтобы избежать возможных конфликтов, англичане просто разделили свои бывшие владения на две части. Индуисты стали Индией, а мусульмане – Пакистаном. Причем это были не те же самые мусульмане, что сейчас. Тогдашние элиты хотели строить не религиозную страну, а создать единую нацию. Типа, вот мы тут один народ – индусы, мусульмане. И поэтому логично, что весь этот народ должен входить в одно государство. Англичане честно старались, чтобы разделение прошло мирно. Но за время своего владычества они тут наградили столько дел, что Индия была похожа на пороховую бочку. До прихода Британии здесь правили мусульмане. Англичане их отодвинули от власти и стали выдвигать на первый план индуистов и буддистов. Разумеется, такая политика ссорила конфессии, у которых и так отношения были не очень. И по итогу в 20 веке у Индии было два движения за независимость – Индийский национальный конгресс и Мусульманская лига, которые предсказуемо не могли договориться между собой, как управлять единой Индией, и согласились на предложение британского губернатора разделить страну пополам. Но резни все равно избежать не удалось, потому что британские чиновники взяли религиозную карту Индии и провели границу по принципу, где больше индуистов, там Индия, где мусульман, там Пакистан. Но на земле все было куда сложнее, чем на карте. Население Индостана сильно перемешано. На одной территории могли жить, скажем, 70% индуистов и 30% мусульман. Или наоборот. Так что в Пакистане осталось очень много индуистов, а в Индии мусульман. После официального разделения новые правители радостно воскликнули: «Мы тут власть!» и начали громить религиозные меньшинства.
вырезали целыми деревнями. Или, например, тормозили поезда с беженцами и убивали всех пассажиров, так, чтобы те привозили на территорию конкурентов только трупы. Убитых толком никто не считал, но по максимальным оценкам за время погромов погибло до 2 миллионов человек. Еще 15 миллионов стали беженцами. Звучит жутко. Сразу вспоминается кое-чьи попытки окончательно решить кое-чий вопрос. Но все-таки у Индии и Пакистана не было задачи устроить экстерминатус. Власти не проводили никакой целенаправленной политики и не провоцировали погромы. Они им просто не мешали. Так себе заслуга, конечно, но все-таки отличие важно. И я тут навалил жути, но пока начитывал материал к этому ролику, то наткнулся на один интересный факт. Несмотря на все проблемы, ситуация в Индии была в какой-то степени лучше, чем то, что творилось в те же 40-е годы в Европе. В результате, когда через пару лет все успокоилось, от выживших мусульман просто отстали. В 50-е ислам в Индии исповедовали 10% населения, а если смотреть в абсолютных цифрах, то это было равно населению вообще всего Пакистана. Сегодня эта тенденция сохраняется. В современной Индии мусульмане составляют 15%. С этим мы разобрались, но остался вопрос, а при чем тут Кашмир? Для этого нам придется копнуть еще глубже. Индия при англичанах была очень сложно устроена. Помимо колоний, под прямым управлением Лондона были так называемые княжества. Государства со своими монархами, которые подчинялись Англии. Их было какое-то нереальное количество, около 600. В 1947 году они никуда не делись. Им предоставили право самим решать, к кому присоединиться, к Индии или к Пакистану, или вообще стать независимыми. Третий вариант был практически нереальным. Из всех 600 независимость без каких-либо последствий для себя смогли отстоять только две страны – Непал и Бутан, потому что они высоко в горах. Пойди с ними повоюй еще, дураков нет. А остальных так или иначе вынудили выбрать один из двух лагерей. И вот у нас наконец-то княжество Джамму и Кашмир. Очень специфическое княжество, где живут сплошь мусульмане. Логично, что они должны были присоединиться к Пакистану. И как бы да, но правители же там индуисты, и вообще не улыбалось становиться частью исламского мира. Последний мухараджа Харги Сингх вообще начал склоняться в сторону независимости, но рано утром 22 октября 1947 года жители города Музаффарабад разбудили звуки выстрелов. Иронично, что это тот же самый город, по которому недавно летели индийские ракеты. Так вот, сначала никто не понял, что происходит. Ну, может, солдаты гарнизона подняли мятеж против Махараджа. Такое случалось каждую пятницу. Все уже перестали обращать внимание. Так что, несмотря на стрельбу, утром все спокойно отправились по своим делам. И только ближе к полудню до людей дошло, что речь идет о полномасштабном вторжении. В город ворвались десятки грузовиков с боевиками, которые палили в воздух и кричали «Аллах Акбар». Пакистан устал ждать, пока кашмирские власти определятся, и просто ввел туда войска. Индия тоже не осталась в стороне, так что через несколько дней Кашмир стал первым центром горячей войны между только что появившимися странами. Причем официально Пакистан не признавал, что ввел в Кашмир регулярную армию. Это якобы были какие-то стихийные волонтеры и активисты, которые всего лишь решили спасти братьев по вере от тирании индуистов. А калаши и танки купили в военторге. Звучит очень знакомо. Сюжет, оказывается, вообще не новый. Так вот, эти добровольцы ворвались в приграничные города и начали просто убивать всех попадающихся на пути индуистов. Но быстрой победы не получилось. Когда пакистанцы дошли до столицы, то оказалось, что там их ждет регулярная армия Индии. Бои не стихали следующие 2 года. По минимальным оценкам в них погибло 7 тысяч индуистов и 20 тысяч пакистанцев. А княжество Кашмир в итоге поделили пополам. Северо-запад, примерно треть территории, оккупировал Пакистан. 2/3 на юго-востоке – Индия. На суверенитет княжества всем было в общем наплевать. Махараджу индийцы буквально под дулом автомата заставили назначить премьер-министром лидера местной мусульманской общины шейха Абдуллу и договор об ассоциации с Индией.
Индии, а потом арестовали. С пакистанской линией разделения ситуация была примерно такая же. Там образовали государство Свободный Кашмир или Азад Кашмир, который формально стал независимым государством. Правда, независимость эту признает только сам Пакистан. Все остальные страны не придуриваются и уверенно считают Азад Кашмир просто еще одной провинцией Пакистана, которая целиком и полностью контролируется из Исламабада. Но мне сейчас интереснее то, что происходило в индийской половине. Итак, Индия оккупировала мусульманский Кашмир, чтобы спасти местных индуистов и получить стратегически важный кусок земли. Можно было бы подумать, что теперь местных мусульман там загонят до положения рабов. Но, может, вы удивитесь, но такого не будет. Во всяком случае, первое время. Вы уже могли обратить внимание на то, что после оккупации индийцы поставили во главе Кашмира не своего человека, а лидера мусульманской общины Абдуллу. Почему? А потому что шейх Абдулла, конечно, был мусульманином, но не был исламистом. В смысле, не был религиозным фанатиком. Абдулла родился в обеспеченной семье торговцев, получил вполне европейское образование в основанном англичанами университете. Абдулла был вполне светским человеком. Он боролся против махараджи и против старых феодальных порядков, а не против индуистов как таковых. И делал это не под религиозными лозунгами, а под светскими, даже почти социалистическими лозунгами. Шейх Абдулла регулярно заявлял, что отстаивает интересы не только мусульманской диаспоры, но и вообще всех простых людей Кашмира, в том числе и индуистов, которых, как вы понимаете, в княжестве была четверть населения. То есть они явно не все были богатыми и знатными. На этой почве Абдулла даже разругался с мусульманской лигой, вышел из нее и создал свою партию – Национальную конференцию Джамму и Кашмира. Заметьте, национальную, а не исламскую. Абдулла, кстати, изначально выступал за независимость Кашмира, но премьер Индии ему деликатно намекнул, что пусть даже не мечтает. Тогда Абдулла без проблем согласился на статус индийского штата. Из-за своих левых взглядов Абдулла смог прекрасно договориться с властями Индии, потому что у власти там был Индийский национальный конгресс, тоже социалисты. А лидер Конгресса и первый премьер-министр Индии был, как я уже говорил, по происхождению кашмирцем. Неудивительно, что они друг друга поняли. Абдулла пробил Кашмиру очень выгодные условия. Его партия получила статус правящей, а индийские власти сюда вообще не совались. Штат в составе Индии получил очень особый статус. Прямо по конституции Индии было прописано, что все вопросы, кроме обороны, иностранных дел и коммуникаций в Кашмире, могут решать местные власти. В штате даже приняли закон, по которому недвижимость и землю там имели право покупать только кашмирцы. И даже среди кашмирцев участки поделили так, что подавляющее большинство земли оказалось у мусульман. Этот закон отменили только недавно, в 2019 году. Короче, штат Джамму и Кашмир в составе Индии был чем-то вроде государства в государстве, причем на официальном уровне. Конечно, без конфликтов все равно не обходилось. Рядовые индуисты понемногу предпочитали уезжать из Кашмира, а индийские власти через 10 лет стали смотреть на Абдуллу довольно косо. Его даже пару раз смещали с должности, но он очень быстро добазаривался и восстанавливался обратно. У него в рукаве был один беспроигрышный козырь. Выбирайте, кто будет править Кашмиром. Либо я, либо мусульмане-пакистанцы. Ну типа, что он единственный, кто может удержать ситуацию под контролем. Ему верили, поэтому Абдулла оставался правителем до самой смерти. Под конец жизни он вообще начал прикармливать местных исламских фундаменталистов. Он считал, что ему выгодно иметь при себе ручных радикалов, которыми можно пугать федеральный центр. Короче, шейх Абдулла выглядит как такая смесь Лукашенко и Кадырова. Выдающееся политическое животное, как сказала бы Екатерина Шульман. Поразительный мастер лавирования между двумя стульями и невероятно удачливый. Но, как всегда в таких случаях и бывает, все немедленно накрылось медным тазом после его смерти. Когда казалось, что шейх при всем своем политическом искусстве не построил институтов, которые бы позволили системе функционировать без него. Абдулла умер в 1981 году, а через несколько лет в Кашмире вновь началось военное противостояние Индии и Пакистана. Даже индийские историки согласны с тем, что корень проблем был не в религии,
религии, а в кривой политической системе, где было все завязано на личность Абдуллы, а выборы нагло фальсифицировались. А тем временем в Кашмире успел вырасти новый образованный средний класс, который хотел представительства, реформ и демократии. В общем, классическая схема, которая в истории 20 да и 21 века повторялась десятки раз. И когда на очередных выборах власти опять нарисовали себе голоса, Кашмир взорвался. Вот только протесты пошли далеко не так, как представляли себе образованные люди среднего класса. Лозунги за честные выборы быстро перешли к лозунгам о независимости Кашмира. Индия ввела в штат войска, и завертелась спираль насилия. Протесты сначала были мирными, а после вмешательства армии превратились в немирные, а потом все вылилось в восстание с терактами и партизанской войной. А что случается, когда мирные протесты превращаются в партизанскую войну? Умеренные отходят на второй план, а на первый выходят персонажи из подполья, которые умеют и любят убивать. Я уже говорил, что шейх Абдулла подкармливал исламских фундаменталистов, чтобы пугать Индию. И вот оказалось, что в условиях национального восстания ручные радикалы очень быстро выходят из-под контроля. А тут еще и Пакистан очнулся и под шумок начал поставлять им оружие. Потому что если 40 лет назад Пакистан был скорее светской страной, то сейчас стал исламской. За это время он прошел собственный сложный путь с гражданской войной, после которой от нее откололось новое государство Бангладеш. Единой нации создать не удалось, а значит, надо менять идеологию. Теперь власти не говорили о едином народе. Они признавали, что нет никаких единых пакистанцев, а есть пуштуны, белуджи, пенджабцы и так далее. Объединяет нас всех ислам. Эта идеология оказалась намного успешнее. Пакистан начал снабжать разных исламистов вокруг себя. Например, пакистанские спецслужбы создали Талибан, а в Кашмире пакистанцы поддерживали местных исламистов из движения Джамаат. В какой-то момент индийская армия смогла прижать кашмирских партизан, и они перешли от военного противостояния к терактам. Кашмирский мятеж продолжался 14 лет до середины нулевых. Только по официальным индийским данным тогда погибло около 40 тысяч человек, а по данным кашмирских сепаратистов 80 тысяч. И за это время Кашмир, который до этого был более-менее нормальным индийским штатом, превратился в локальный Афганистан с разрухой, постоянной стрельбой, военной оккупацией и религиозной войной. В 2008 году в Кашмире случилось еще одно восстание против Индии. В 2016 еще одно. Они были не такими кровавыми, как суровые 90-е, но все равно. Показатель того, что в Кашмире нифига не все спокойно. Помните, я говорил, что в 19 веке в мусульманской части Кашмира тоже жили индуисты? Так вот, больше не живут. Их частично перебили террористы, частично они сами сбежали. Индийские власти тоже не лапочки. Они буквально вели себя как оккупационная армия с бессудными арестами и расстрелами. В Кашмире даже возникла поговорка, что убить человека в штате проще, чем выпить чашку чая. В общем, к сегодняшнему дню там уже 35 лет, как идет перманентная гражданская война. То затихая, то разгораясь, но идет. Тут, правда, давайте проговорю очевидное. Там нет такой ситуации, что это прям народная война светлых повстанцев против злой галактической Индии. Такого нет нигде и никогда. В пакистанской книге 2010 года есть вот такая интересная цитата местного жителя. Если мы действительно хотим свободы, мы должны отказаться от всего индийского, как Индия отказалась от всего британского при Ганди. Но нет, ни у кого нет смелости бросить государственную работу или обойтись без продаж, торговли и поставок из Индии. То есть в Кашмире протестует и устраивает теракты активное меньшинство. Ряды боевиков пополняются очень маленьким количеством идейных борцов, чуть большим количеством тех, кто хочет просто заработать, и насильственной мобилизацией. Исламисты могли прийти просто в какую-то деревню и набрать подростков 15-16 лет, чтобы воспитать из них воинов ислама. Плюс там еще много иностранных наемников. Индийские власти в 2002 году заявили, что 3/4 исламистов в Кашмире – это иностранцы.
И вроде как эти данные подтверждаются независимыми исследователями. В какой-то момент в Кашмир перебрались и настоящие афганские маджахеды. В середине нулевых это даже для Пакистана начало выходить боком, потому что среди боевиков появились настолько радикальные ребята, что даже Пакистан считали недостаточно мусульманской страной. И вот такой вот клубок там сохраняется и по сей день. У мятежников нет сил продолжать серьезное сопротивление, а у индийского правительства нет сил полностью задавить сепаратистов. Может быть, оно бы как-то и затихло само, просто потому, что все устали. Но в 10-е годы начался новый виток маразма. В 2014 году в Индии сменилась власть. Индийский национальный конгресс чуть ли не впервые проиграл выборы. И высокие кабинеты заняла партия индийских националистов, которые прям серьезно поклонники фашистов. Новый премьер Моди на 70-летие победы над нацизмом возложил цветы к мемориалу Индийской национальной армии, которая воевала на стороне Германии. Отмечу тут, что к этому человеку у Путина почему-то 0 вопросов. Нет, конечно, Моди не пытается во всем косплеить фашистов, но тем не менее, его партия — это правые консерваторы в худшем смысле слова, которые откровенно хочет сделать Индию для индуистов. Они, например, сносят мечети и демонстративно строят на их месте индуистские храмы. Смешно, но на первых порах исламисты в Кашмире даже радовались тому, что эти чуваки пришли к власти. Их лидеры рассуждали примерно так: мы религиозные консерваторы, и они тоже, так что мы договоримся. Но не договорились, точнее, с ними даже никто не стал разговаривать. Новая власть начала наводить порядок железной рукой. Типа, раз уж эти мусульмане не хотят подчиняться по-хорошему, будем поступать с Кашмиром как с завоеванной территорией. В 2019 году парламент Индии отменил статью Конституции, которая гарантировала автономию Кашмира. Отменили даже существование штата. Территорию Кашмира поделили на 2 части, каждый из которых руководят чиновники из центра. А потом еще и отменили закон, который запрещал некашмирцам покупать в штате землю. Началось массовое заселение Кашмира индуистами, разумеется, под контролем и охраной индийской армии. Сейчас индуисты составляют уже 1/3 населения бывшего штата. План состоит, видимо, в том, чтобы постепенно полностью ассимилировать кашмирцев. Пакистан это все считает геноцидом. Вот так вот очень вкратце выглядит конфликт Индии и Пакистана. Индия пытается что-то сделать с Кашмиром, кашмирские сепаратисты сопротивляются, Пакистан их поддерживает. И периодически это вытекает в прямые конфликты между 2 государствами, у каждого из которых есть ядерная бомба. Сейчас к этому прибавились еще и экологические проблемы. Несмотря ни на что, население региона продолжает расти. Сейчас, по оценочным данным, в индийской части Кашмира живет 12 миллионов человек, в пакистанской 4 миллиона. Плюс промышленность, города. На все это не хватает воды, а снабжаются обе части Кашмира из одной реки, то есть враждующие стороны связаны. Нынешний конфликт начался не только из-за терактов, но и потому, что Индия перекрыла шлюзы на дамбах на своей части Кашмира, не пуская воду в Пакистан. Последний крупный теракт в Кашмире случился в конце апреля 2025 года. Тогда мусульманские боевики убили 26 человек. И вот как мы снова подходим к событиям этого мая. Суть операции «Синдур», как Индия назвала свою военную кампанию, была в том, чтобы уничтожить базы кашмирских исламистов на территории Пакистана. И по официальным отчетам индийского генштаба даже что-то действительно уничтожили. Но понятное дело, что это все не поможет решить проблему. Давайте повангую и скажу, что конфликт в Кашмире еще очень надолго. Для победы Индии надо полностью лишить кашмирцев собственной религии и культуры, что в условиях 21 века вряд ли возможно. Так что рано или поздно придется выйти на какой-то компромисс, что при нынешней индийской власти выглядит маловероятно. Скорее всего, этот конфликт будет тлеть и тлеть и тлеть еще десятилетиями. Готовьтесь раз в 5 лет слушать новость про очередное обострение в Кашмире и угрозу ядерной войны. Спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Еще хочу обязательно напомнить, что мы очень зависим от вашей поддержки на Патреоне и других площадках. Специально для спонсоров мы начали выпускать эксклюзивный подкаст «Заяц в Европе» про миграцию, стереотипы и правду о европейской бюрократии, актуальные политические события и интересные исторические факты. Подписывайтесь, все ссылки есть в описании.
Ну и как обычно говорю спасибо всем, кто уже давно нам помогает. Это Влад, Николай Грищенко, Душный Дэн, Водолей, Крейзи Кэт, Анна Макунина, Денис Романов, Даниил, Нона Шинкаренко, 24 of Them, ОВ Макс, Донбасянин в стране басков, секс-инструктор НАТО с визиткой Яроша на Абрамсе и вот эти вот замечательные люди. Всем еще раз огромное спасибо за просмотр. Надеюсь, вам все понравилось. Всем пока!